Ты понимаешь, как это летает? Слушай, я в своей жизни летал, на чем я только не летал. Но я не понимаю. И более того, я получил от этого просто нереальное удовольствие. Конечно, это удивительный автомат перекоса, это удивительный механизм и принцип действия, но этого не может быть. Этого не может быть. То есть я не готов, я не могу говорить о каких-то технических подробностях этого самолета, потому что этого, опять же, не может быть, потому что наверняка там сидят гномы и как-то переключают эти тяги. Но это потрясающий летающий вертолет. Это двухдвигательный вертолет, и вот эти большие уши по бокам, на самом деле, это не уши Чебурашки. Это два огромных 325-сильных двигателя М14. То есть, это основные двигатели всей легкой авиации Советского Союза. Они стояли на Як-18, на Як-52, на Як-55, на Су-26. В принципе, все, что мы маленькое будем перечислять, оно все было на версиях М14 или АИ-14. Но ничего не было, их поставили два. Два двигателя, два винта. Люди, которые его конструировали, явно использовали магию, потому что они взяли кучу невозможных вещей, объединили это в одно место, и получился такой замечательный вертолет. Сколько он стоит? Сколько стоит К-26? Да. Я не знаю, сколько стоит К-26. Я, в принципе, не знаю, где его купить. Строился он в Улан-Удэ. Я думаю, гномами. По той причине, что только волшебники могли создать этот механизм. Если вы не верите в какие-то сверхъестественные силы, подумайте, как это работает. Это автомат перекоса. То есть на самом деле вот эти два винта, они вращаются в противоположных направлениях. Более того, каждая лопасть, когда делает оборот, она во время оборота меняет угол установки всего. И теперь представьте, вот эти лопасти, которые вращаются в разные стороны, и в разные стороны меняют угол атаки. То есть они меняют свое положение. За один оборот. За один оборот. То есть она, с одной стороны, она находится в этом положении, когда она разворачивается в другую сторону, она полностью меняет свой угол атаки. Более того, эти 6 штук вращаются в разные стороны. Он нереально маневрен. Нереально маневрен. Такой кайф на нем летать. Круче, чем на Робинсоне? Робинсон? К-26? Вертолет, который построили. Слушай, я уважаю старика Робинсона, он великий человек. Но что он сделает против магии? Вертолет К-26 серийно начал выпускаться с 1969 года и выпускался до 1985 года. Действительно, в своей схематике уникальный вертолет, и сама эта
Эта схема, она, наверное, одна из первых стала применяться, если не самая первая в мире, компании Камова. Дальше здесь установлены два двигателя АИ-14, по-моему, ВР. Это 9-цилиндровые двигатели воздушного охлаждения. Сейчас закрыты вот эти створки, они открываются. И здесь идет продувка двигателя. Эти же двигатели устанавливались на многих спортивных советских самолетах. Дальше интересная концепция этого вертолета. Он модульный. Вопрос в том, что он может меняться в момент, очень быстро можно в течение буквально получаса поменять его предназначение и функциональность. В данный момент мы имеем вертолет пассажирской версии. Вот здесь вот два пилота и у нас 6 пассажиров. Дальше вот этот вот пассажирский модуль, он отстегиваемый. И сюда пристегивался грузовой модуль. На самом деле грузовой модуль выглядит просто как прицеп какого-то маленького грузовика. То есть это на тягах устанавливалась платформа, и на нее можно было загружать бочки или что-то либо другое. Дальше он мог использоваться как летающий кран. Грузоподъемность этого малыша достигала 900 килограмм. То есть он мог поднять до 900 килограмм. Как летающий кран он очень оказался эффективным. Одно из основных направлений тоже этого вертолета, это было сельское хозяйство, где на него устанавливалось химическое оборудование. Причем, опять же, этот модуль отстегивался, на его место пристегивался модуль или для распыления жидкой химии, или для распыления сухих веществ. То есть опять модульность, универсальность, это лего-вертолет. Вот эта кабина, она отстегивается и она уезжает. У вас остается только кабина пилотов и все. То есть энерговооруженность, при том, что у него 650 лошадиных сил, у него очень большая энерговооруженность. Очень интересный факт, что кажется, что приспущены колеса на этом вертолете, что основное, что вот то. И это одно из технических требований к этому вертолету. А если на него накачать полностью колеса, как мы привыкли, что прийти, постучать по нему ногой, он как раз у земли может войти в резонанс и начать прыгать. И это специально колеса приспущены. В нем везде есть особенности. Вот особенность схема аэродинамическая, особенность расположения двигателей воздушного охлаждения двух на одном вертолете. Особенность в том, что стандартно, когда привыкли летать на еврокоптерах, Робинсонах, Беллах, командир сидит справа, здесь командир сидит слева. В нем все особенно. И тут есть маленький лаз. То есть, допустим, если вы проголодались, вы можете в эту дырочку попросить пассажиров передать вам бутерброд. Из технических особенностей этого вертолета, одна из таких, у него очень небольшой радиус несущего винта. Из-за этого ему достаточно легко было работать в каких-то ограниченных площадках. То есть большая энерговооруженность и маленький радиус позволял сесть где-то там на полянке, в лесу. То есть в том числе он активно использовался геологами. Мощность и обороты двигателя, они управляются вот здесь вот ручкой. Вот управление происходит за счет. И вот здесь существуют педали, которые здесь у него действительно полноценные аэродинамические поверхности. То есть посмотрите, как на самолете вот они двигаются. Я удивлен и счастлив. То есть мне повезло все-таки полетать на К-26. На К-26 в изумительном состоянии. Спасибо Володе, что он содержит самолет в таком, действительно прекрасном вертолет. Почему эти самолеты все время лезут? Я до этого не верил в чудеса. Но сегодня именно тот день, когда я понял, что чудо существует. Причем оно может быть в континууме, оно может быть продолжительным. И сегодня, когда я летал на этом вертолете, это было полное доказательство для меня. Приходите в небо, летайте на таких замечательных и волшебных вещах. Летайте на самолетах, смотрите, насколько прекрасен наш мир. Будьте такими счастливыми, как мы. Я Владимир Васильев, прощаюсь с вами, увидимся в следующих сериях.